Под вспышками фотокамер и под звуки аплодисментов турецкие звезды выглядят так, будто живут в идеальном мире без слез и сомнений. Красные дорожки, дорогие наряды и ослепительные улыбки создают иллюзию абсолютного счастья, в которое так легко поверить. Но вы правда думаете, что за этими безупречными кадрами скрывается только сказка, а не буря страстей и разбитых сердец? Иногда один случайный взгляд за кулисами говорит о реальной жизни актеров куда больше, чем сотни глянцевых обложек. Пока миллионы зрителей пересматривают серии «Великолепного века», «Постучись в мою дверь» или «Черной любви», сами звезды переживают совсем другие, куда более острые сюжеты. В их жизни хватает тайных свиданий, неожиданных признаний и разрывов, о которых публика узнает лишь спустя годы. И именно эти скрытые романы делают мир турецкого телевидения таким взрывоопасным и притягательным. Ведь что может быть интереснее, чем узнать, как живут кумиры, когда камеры наконец выключены? Но это был лишь первый удар по глянцевой картинке, которую так любят показывать нам продюсеры и пиар-службы. За закрытыми дверями элитных отелей и в тени съемочных павильонов рождались истории, от которых у фанатов до сих пор замирает сердце. Кто-то влюблялся так, будто это была последняя роль в жизни, а кто-то терял все из-за ревности и амбиций. Эти чувства не попадали в сценарии сериалов, но именно они меняли судьбы знаменитостей. Сегодня мы приоткроем эту завесу и заглянем в самую запретную часть их биографий, где нет ни дублеров, ни второго шанса на удачный кадр. Там, где роскошные актеры оказываются обычными людьми с болью, надеждами и безумными поступками. Вы готовы узнать, какие романы действительно потрясли закулисье турецкого шоу-бизнеса и почему о них старались не говорить вслух? Тогда приготовьтесь, потому что дальше начнется самое интересное. Когда в одном кадре сошлись Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, в турецком шоу-бизнесе словно раздался тихий, но опасный щелчок. Их экранная химия оказалась настолько ощутимой, что зрители начали искать в этих взглядах и прикосновениях не просто актерскую игру, а намек на нечто куда более личное. После первых совместных появлений фанатские форумы и желтые издания буквально взорвались вопросами, которые никто из них не спешил опровергать. Почему же такие профессионалы вдруг стали так осторожны в словах, когда речь заходила друг о друге? В 2023 году Ханде и Барыша все чаще замечали вместе за пределами съемочных площадок, и эти редкие кадры мгновенно разлетались по социальным сетям. То они выходят из одного ресторана в Стамбуле, то появляются на одном закрытом мероприятии, будто бы случайно, но слишком уж синхронно. Таблоиды наперебой публиковали заголовки о тайных свиданиях и скрытых чувствах, а фанаты строили целые теории, сравнивая даты, место и даже наряды актеров. Молчание пары лишь подливало масло в этот огонь, превращая каждую фотографию в повод для новой сенсации. Но это был лишь очередной виток загадки, который делал историю еще более притягательной. Ни Ханде Эрчел, ни Барыш Ардуч так и не дали четкого подтверждения или опровержения, словно наслаждаясь тем, как их имена становятся частью самой обсуждаемой интриги года. Для одних это был просто удачный пиар, для других – настоящая любовь, скрытая от посторонних глаз. И именно эта неопределенность до сих пор заставляет поклонников возвращаться к каждому намеку и каждому совместному кадру, словно к страницам нерассказанного романа. История Чагатая Улуса и Дуйгу Сарышин больше напоминала бесконечный сериал, где каждая серия заканчивалась на самом тревожном моменте. Они познакомились в 2016 году на съемках популярного проекта «Внутри», и уже тогда за кулисами начали говорить, что между актерами вспыхнуло нечто гораздо сильнее обычной симпатии. Их старались не снимать вместе и не задавать лишних вопросов, но именно эта скрытность только разжигала интерес публики. Чем дольше они молчали, тем громче становились слухи. К 2018 году турецкие таблоиды уже открыто писали о разрыве, но почти сразу Чагатая и Дуйгу снова заметили в одних и тех же местах. То они появлялись в одном кафе в Биоглу, то публиковали фотографии из похожих локаций, словно нарочно подкидывая фанатам новые загадки.
Поклонники анализировали каждую деталь, от отражений в зеркалах до одинаковых браслетов, и были уверены, что роман продолжается. Инсайдеры тогда шептали, что чувства никуда не исчезли, просто пара решила уйти в тень. Но это был лишь очередной поворот в этой запутанной хронике. В 2021 году СМИ заговорили о возможной свадьбе Чагатая и Дуйгу, утверждая, что актеры якобы готовятся к серьезному шагу. Ни одного официального подтверждения так и не прозвучало, но напряжение вокруг их имен достигло пика. А уже в 2024 фанаты обратили внимание на то, что Чагатай внезапно снова подписался на Дуйгу в социальных сетях после долгого молчания, что тут же породило новую волну надежд и домыслов. Однако именно в этом же году стало известно о его новых отношениях с партнершей по сериалу «Кубра» Аслыхан Мальбара. В отличие от прежней тайной истории, этот союз Чагатай больше не скрывал, появляясь с Аслыхан на мероприятиях и в соцсетях. Для поклонников это стало холодным душем и окончательным сигналом, что эпоха Чагатая и Дуйгу, какой бы загадочной и красивой она ни была, все-таки осталась в прошлом. И все же многие до сих пор задаются вопросом, сколько из этой истории мы так и не узнали. Роман Демет Оздемир и Сечкина Оздемира вспыхнул весной 2018 года так стремительно, что фанаты едва успевали следить за новостями. Два актера с одинаковой фамилией быстро превратились в одну из самых обсуждаемых пар турецкого телевидения, появляясь вместе на мероприятиях и не скрывая своих чувств в социальных сетях. Уже через несколько месяцев они познакомили друг друга с семьями, начали жить под одной крышей и даже подыскивали общий дом. Все выглядело так, будто эта история развивается по идеальному сценарию. Но это был лишь красивый фасад, за которым назревала драма. В конце сентября 2018 поклонники заметили тревожный знак. Все совместные фотографии Демет и Сечкина внезапно исчезли из их аккаунтов. Таблоиды тут же заговорили о разрыве, а источники утверждали, что причиной стали плотные графики и съемки Демет в сериале «Ранняя пташка». Однако фанаты не верили в такую простую версию, ведь на площадке рядом с актрисой все чаще появлялся Джан Яман, с которым у нее была заметная экранная и не только химия. Но это был лишь новый виток в этой запутанной истории, полный намеков и подозрений. В сети активно обсуждали возможный любовный треугольник, а каждое фото Демет и Джана рассматривали под микроскопом. Сама актриса отрицала слухи и настаивала, что никакой измены не было, а всему виной только работа и усталость. Тем не менее, напряжение вокруг этой ситуации только росло, превращая обычный разрыв в настоящую фанатскую бурю. После расставания Сечкин не скрывал, что все еще испытывает чувства. Он даже отправил Демет роскошный букет роз прямо на съемочную площадку, надеясь вернуть утраченное. Этот жест тронул поклонников, но на судьбу пары уже не повлиял. Их роман остался ярким, но коротким эпизодом, который до сих пор вспоминают как одну из самых драматичных историй турецкого шоу-бизнеса. Имя Араза Булута Инмли и имя Бурджу Азберг когда-то звучали в турецких кулуарах почти шепотом, словно речь шла о чем-то запретном и слишком личном для громких заголовков. Их пути пересеклись на съемочной площадке легендарного сериала «Великолепный век», где Бурджу играла Хуриджи Хан Султан, а Араз воплощал образ Баязида, одного из самых трагичных персонажей проекта. Камеры фиксировали между ними холодную придворную драму, но за кулисами, по словам очевидцев, атмосфера была куда теплее и напряженнее одновременно. Именно тогда и начали появляться первые намеки, что между молодыми актерами происходит нечто большее, чем обычная профессиональная симпатия. Съемочные дни затягивались до поздней ночи, и именно в это время Араза и Бурджу все чаще видели вместе в гримерках и закрытых уголках павильонов. Они старались держаться подальше от любопытных глаз, не выкладывали совместных фотографий и не давали поводов для официальных комментариев. Но таблоиды редко ошибаются, когда дело касается таких историй, и уже через несколько недель в кулуарах заговорили о тайном романе. Для поклонников «Великолепного века» это стало настоящей сенсацией, ведь экранные соперники
по слухам, оказались куда ближе в реальной жизни. Но это был лишь первый тревожный сигнал того, что глянцевая картинка сериала скрывает куда более горячие страсти. Вне съемочной площадки Араза и Бурджу несколько раз замечали в одних и тех же ресторанах Стамбула и на закрытых вечеринках, куда случайных людей не пускали. Они приезжали по отдельности, словно боялись лишнего внимания, но уходили почти одновременно, что мгновенно становилось поводом для новых домыслов. Журналисты собирали эти фрагменты, словно улики, и складывали их в одну интригующую историю. Несмотря на нарастающий шум вокруг их имен, сами актеры продолжали хранить молчание. Ни одного интервью, ни одного намека, который можно было бы считать официальным подтверждением. В то время как поклонники ждали хотя бы одного совместного кадра, пара предпочитала оставаться в тени, будто их чувства могли не выдержать яркого света софитов. Эта скрытность лишь усиливала интерес и превращала каждый случайный выход в город в потенциальную сенсацию. Но это был лишь красивый фасад, за которым скрывалась куда более хрупкая реальность. По словам людей из окружения актеров, роман Араза и Бурджу был полон сомнений и осторожности, словно оба понимали, что давление популярности может легко все разрушить. Они не строили громких планов и не делали смелых заявлений, предпочитая жить в моменте, пока позволяли обстоятельства. Возможно, именно поэтому их отношения так и не стали чем-то по-настоящему устойчивым. Со временем встречи стали реже, а улыбки на съемочной площадке более сдержанными. Таблоиды заговорили о том, что симпатия постепенно сходит на нет, уступая место усталости и разным жизненным приоритетам. Ни драматичных сцен, ни громких скандалов не последовало, все произошло тихо и почти незаметно для широкой публики. Араз и Бурджу просто разошлись, сохранив между собой профессиональное уважение и ту самую загадку, которая до сих пор будоражит фанатов. Но это был лишь очередной штрих к портрету их тайного романа, который так и остался в полутени. Для одних эта история стала примером того, как сложно сохранить чувства в мире больших рейтингов и жестких контрактов. Для других – еще одним доказательством того, что за роскошными декорациями турецких сериалов скрывается реальная жизнь, полная сложных выборов и несбывшихся надежд. И хотя Араз Булут Инмли и Бурджу Азберг давно пошли разными дорогами, их короткий, но яркий роман по-прежнему всплывает в разговорах как одна из самых интригующих тайн великолепного века. После скрытной и почти призрачной истории с Бурджу Азберг имя Араза Булута Инмли вновь оказалось в центре внимания, но уже совсем по другой причине. В 2015 году на съемках сериала «Марал» он познакомился с актрисой Биги Анал, и на этот раз все выглядело куда более серьезно и осмысленно. В отличие от прошлого романа, здесь не было игры в тени и тайных выходов из ресторанов. Наоборот, пара довольно быстро дала понять, что не собирается прятаться. Турецкие издания тут же окрестили их одной из самых красивых и гармоничных пар своего времени. Араз и Биги начали появляться вместе на премьерах, светских вечеринках и благотворительных мероприятиях, не стесняясь камер и вопросов журналистов. В интервью Араз несколько раз подчеркивал, что рядом с Биги чувствует спокойствие и поддержку, которой так не хватало в его насыщенной актерской жизни. Биги, в свою очередь, говорила о том, что их союз строится на уважении и доверии, а не на вспышках ревности и громких эмоциях. Эти слова звучали особенно убедительно на фоне постоянных слухов и интриг вокруг турецких звезд. Но это был лишь первый этап их долгой и, казалось бы, почти идеальной истории. Годы шли, а пара продолжала держаться вместе, переживая новые проекты, успехи и напряженные графики. 7 лет в мире шоу-бизнеса – это почти вечность, и именно поэтому их роман воспринимался как нечто редкое и ценное. Фанаты с нетерпением ждали новостей о помолвке или свадьбе, считая, что это лишь вопрос времени. Однако за красивыми фотографиями и теплыми интервью скрывалась реальность, в которой у каждого из них были свои амбиции и собственный путь.
В 2022 году стало известно, что Арас и Бигги приняли решение расстаться, выбрав для себя разные жизненные направления. Новость прозвучала неожиданно, но обошлась без скандалов и взаимных упреков, что еще больше усилило образ их зрелых и уважительных отношений. Таблоиды писали о спокойном и взвешенном разрыве, который стал редким исключением в мире громких звездных драм. Но это был лишь еще один штрих к их истории, которая запомнилась не бурей эмоций, а тихой глубиной. Для многих поклонников этот роман так и остался символом того, что даже в безжалостном мире турецкого шоу-бизнеса возможны долгие и искренние чувства. Арас Булут Инли и Бигги Анал пошли разными дорогами, сохранив друг другу теплые отношения и память о 7 годах, которые когда-то казались началом большой и красивой сказки. История Бурака Дениза и Бюшры Девили началась так, будто сама судьба решила сыграть с ними в красивый, но опасный роман. Они познакомились на съемочной площадке проекта «Милые маленькие обманщицы», где между ними очень быстро возникла та самая искра, которую невозможно скрыть даже за самыми строгими профессиональными рамками. В тот период имя Бурака все чаще связывали с его партнершей по сериалу «Любовь не понимает слов» Ханде Эрчел, и это лишь добавило напряжения в новую историю. Но за кулисами актер уже был увлечен Бюшрой, и это чувство оказалось куда сильнее громких слухов. Бурак не боялся говорить о своих эмоциях открыто и довольно быстро начал делиться ими в социальных сетях. На его странице в Instagram появлялись трогательные посты и фотографии, посвященные Бюшре, в которых он признавался в любви и благодарил ее за поддержку. Для поклонников это стало неожиданным и очень личным жестом, ведь не каждый турецкий актер решается так публично открывать сердце. Бюшра, сама являясь актрисой, понимала специфику профессии и спокойно относилась к экранным поцелуям и совместным сценам Бурака с другими звездами. Но это был лишь внешний слой, под которым постепенно нарастала буря. Постоянные съемки, внимание прессы и нескончаемые сплетни начали влиять на их отношения. В 2018 году поклонники заметили тревожный знак. Все совместные фотографии пары внезапно исчезли из аккаунтов, словно их любовь попытались стереть одним нажатием кнопки. Таблоиды тут же заговорили о разрыве, и напряжение вокруг их имен выросло в разы. Но это был лишь первый удар в этой болезненной истории. Уже в июне того же года Бурака и Бюшру заметили в одном из кафе района Джахангир, где они почти 2 часа выясняли отношения. Очевидцы рассказывали, что разговор был напряженным и эмоциональным, а когда актеры разошлись, на их лицах читалась усталость и разочарование. Эти кадры стали последней куплей для фанатов, которые поняли, что роман действительно подошел к концу. После этого каждый из них пошел своей дорогой, но след от этой любви остался надолго. Для Бурака Дениза этот роман стал одним из самых откровенных и уязвимых периодов в жизни, когда чувства были выставлены на показ и пережиты под прицелом миллионов глаз. А для поклонников эта история до сих пор остается примером того, как даже самые красивые признания могут закончиться тихой, но болезненной точкой. Когда имя Айчи Айшин Туран оказалось рядом с именем Асджана Дениза, турецкие таблоиды будто получили подарок, о котором мечтают годами. Молодая, стремительно набирающая популярность актриса и уже состоявшийся кумир миллионов, старше ее на 29 лет, выглядели парой, которая просто не могла остаться без внимания. Они познакомились в 2013 году на съемках сериала «Черный цветок», и тогда никто не подозревал, что между ними вспыхнет нечто куда более серьезное, чем обычная рабочая симпатия. Но со временем их общение стало слишком теплым, чтобы его можно было списать на профессиональные отношения. Асджан окружал Айчу вниманием и роскошью, устраивая свидания, о которых потом шептал весь Стамбул. Говорили о дорогих ресторанах с видом на Босфор, о тайных поездках и подарках, достойных восточных легенд. Для Айчи, чьи прошлые романы часто заканчивались разочарованием, этот союз казался чем-то почти сказочным. Со стороны они выглядели как идеальная пара, в которой опыт и страсть переплелись в одном ярком сюжете.
Но это был лишь фасад, за которым скрывались сложные чувства и давление со стороны общества. Разница в возрасте стала главным поводом для обсуждений, и турецкие СМИ не упускали возможности подчеркнуть этот контраст. Кто-то называл их историю смелой и красивой, а кто-то видел в ней лишь очередной скандал, построенный на громких именах. Айча и Озджан, несмотря на это, продолжали появляться вместе, будто бросая вызов всем сомневающимся. В 2017 году их разрыв стал настоящим шоком для поклонников. Без громких заявлений и объяснений этот роман вдруг оборвался, оставив после себя множество слухов и недосказанностей. Для Айчи эта история стала еще одним болезненным опытом в череде неудачных отношений, а для Озджана – тихим завершением одной из самых обсуждаемых глав его личной жизни. И все же именно этот союз навсегда остался в памяти фанатов как пример того, как восточная романтика может быть такой же яркой, как и хрупкой. История Бурака Озчивита и Джейлан Чапа в свое время стала одной из самых обсуждаемых тем в турецком светском обществе, потому что в ней было все, что так любят таблоиды: красивая пара, ревность, подозрения и появление третьего имени, которое навсегда изменило ход событий. Их роман начался задолго до того, как Бурак стал всемирно известной звездой, и поначалу казался очень крепким и стабильным. Джейлан, представительница влиятельной семьи и светская львица, быстро стала не просто возлюбленной актера, а частью его публичного образа. Они вместе появлялись на мероприятиях, отдыхали на курортах и выглядели так, будто уверенно идут к будущей свадьбе. Именно поэтому новости о проблемах в их отношениях прозвучали особенно тревожно. Переломный момент, по мнению большинства источников, наступил во время съемок сериала «Королек. Птичка певчая», где Бурак Озчивит играл вместе с Фахрие Эвджен. Их экранная химия оказалась настолько убедительной, что зрители начали подозревать, за красивыми сценами скрывается что-то большее. Эти слухи дошли и до Джейлан, и именно тогда в их союзе поселилась ревность, которая постепенно начала разъедать доверие. Но это был лишь первый тревожный звоночек. Таблоиды писали, что Джейлан несколько раз приезжала на съемочную площадку, чтобы лично убедиться, что между Бураком и Фахрие нет ничего лишнего. Сами актеры уверяли, что их связывает только работа, но атмосфера вокруг них была слишком напряженной, чтобы этим словам легко поверили. Каждая новая серия сериала, каждый кадр с их совместными сценами становились поводом для свежих заголовков и новых догадок. В 2014 году стало известно, что Бурак и Джейлан расстались, и официальной причиной называли именно разрушительную ревность. Однако поклонники и журналисты сразу же заговорили о более сложном сценарии, в котором фигурировало имя Фахрие Эвджен. Уже в 2015 году Бурака и Фахрия заметили вместе на съемках фильма «Любовь похожа на тебя», и их роман перестал быть тайной. Для многих это выглядело как подтверждение самых смелых подозрений, будто новые чувства возникли еще до того, как была поставлена точка в предыдущих отношениях. Но это был лишь очередной поворот в этой драме, полный противоречий и недосказанностей. Джейлан Чапа, несмотря на шквал слухов, вела себя сдержанно и не устраивала публичных сцен. В своих редких комментариях она утверждала, что расставание прошло мирно и без скандалов, и что они с Бураком продолжают общаться. Тем не менее, многие источники настаивали на другой версии, где обида и разочарование играли куда более значительную роль. Со временем эта история превратилась в настоящую легенду турецкого шоу-бизнеса, где у каждого была своя правда. Одни считали, что Бурак устал от постоянного контроля и подозрений, другие верили, что его сердце было занято Фахрие задолго до официального разрыва с Джейлан. Как бы то ни было, именно этот любовный треугольник стал одним из самых громких и обсуждаемых эпизодов в его жизни. И хотя сегодня Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен счастливы в браке, тень той давней истории до сих пор всплывает в разговорах фанатов, напоминая о том, как хрупки бывают даже самые красивые звездные романы. Роман Альпа Навруза и Бурджу Азберг вспыхнул так же внезапно, как и исчез, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.
В 2016-2017 годах их имена все чаще появлялись рядом в светских хрониках и на фанатских страницах, будто сама судьба решила свести двух ярких представителей нового поколения турецких звезд. Они выглядели удивительно гармонично. Альп с его сдержанной харизмой и Бурджу с живой, открытой энергетикой. Но за этой красивой картинкой скрывалась реальность, в которой чувства и амбиции начали тянуть в разные стороны. Их отношения никогда не были слишком публичными, но внимательные поклонники замечали намеки, которые невозможно было игнорировать. Совпадающие локации на фотографиях, одинаковые рестораны, редкие, но теплые упоминания друг о друге в интервью создавали ощущение, что между ними есть что-то большее, чем дружба. В кулуарах говорили, что именно плотные съемочные графики и постоянные разъезды мешали паре выстроить стабильную жизнь. И чем успешнее становились их карьеры, тем сложнее было найти время друг для друга. Но это был лишь первый слой этой тихой драмы, разыгравшейся без громких заголовков. После расставания Бурджу неожиданно начала говорить о любви совсем в другом тоне, который многих удивил. В одном из интервью она заявила, что считает любовь глупостью, потому что она слишком часто приносит боль и разочарование. Эти слова мгновенно разлетелись по турецким СМИ и стали предметом бурных обсуждений, ведь поклонники сразу связали их с ее недавним романом. Для актрисы этот период стал временем переосмысления и усталости от эмоциональных качелей. Она не раз подчеркивала, что плотный рабочий график, постоянные съемки и давление индустрии оставляют слишком мало пространства для искренних чувств. Карьера требовала полной отдачи, и любые отношения превращались в еще одну сложную задачу, с которой не всегда удавалось справиться. Альп и Бурджу, по словам близких к ним людей, расстались спокойно, понимая, что сейчас у каждого свой путь и свои приоритеты. Но это был лишь внешний итог, за которым скрывались более глубокие переживания. Для Бурджу этот роман стал одним из тех опытов, которые меняют отношение к жизни и любви. Она словно поставила вокруг себя невидимую стену, решив больше не позволять чувствам управлять ее судьбой. И хотя внешняя актриса продолжала улыбаться и блистать на экране, многие поклонники замечали в ее словах и взгляде тень разочарования. Со временем их дороги окончательно разошлись, и сегодня Альп Навруз и Бурджу Азберк никак не связаны друг с другом. Каждый живет своей жизнью, строит карьеру и ищет собственное счастье. Но эта короткая и почти незаметная для широкой публики история до сих пор вспоминается как момент, когда одна из самых обаятельных актрис турецкого телевидения на время утратила веру в любовь. И именно в этой тихой, почти философской паузе между романами и заключалась вся глубина их недолгого союза. История Кыванча Татлытуга и Мильтем Камбул стала одной из тех тихих, но судьбоносных глав, которые редко попадают на первые полосы, но навсегда меняют человека. В 2008 году, когда Кыванч уже был восходящей звездой турецкого телевидения, он начал встречаться с телеведущей и актрисой Мильтем Камбул, которая была старше его на 14 лет. Этот союз сразу привлек внимание из-за разницы в возрасте, и многие не верили, что такие отношения могут быть по-настоящему серьезными. Однако, вопреки скептикам, пара продержалась почти 2 года, доказывая, что между ними было нечто большее, чем мимолетное увлечение. Мильтем стала для Кыванча не просто возлюбленной, а человеком, который помог ему иначе взглянуть на жизнь и на самого себя. В те годы актер находился в постоянном вихре съемок, премьер и внимания прессы, и рядом с более опытной партнершей он учился находить баланс и спокойствие. Их часто видели вместе на закрытых мероприятиях и прогулках, вдали от шумных вечеринок, словно они старались сохранить эту часть жизни только для себя. Для поклонников это выглядело необычно и даже немного загадочно. Но это был лишь один из этапов на пути Кыванча к внутренней зрелости. Со временем их дороги разошлись, и этот роман остался в прошлом без громких скандалов и взаимных обвинений. Позже актер не раз признавался, что именно такие отношения помогли ему лучше понять, чего он на самом деле ждет от любви и семьи.
Иногда именно расставания дают самые важные ответы, которые невозможно получить в момент счастья. Сегодня Кыванч Татлытук известен уже в совершенно другом образе, как любящий муж и семейный человек. В 2016 году он женился на стилисте Башак Дизар, и их брак считается одним из самых крепких и гармоничных в турецком шоу-бизнесе. Этот контраст между бурной молодостью и спокойной зрелостью лишь подчеркивает, какой длинный путь он прошел. И где-то на этом пути была и Мельтем Камбул, ставшая для него важным, пусть и непродолжительным этапом взросления. Именно через такие истории и формируется настоящее счастье, которое не всегда приходит сразу. Роман с Мельтем не стал финалом, но стал тем самым шагом, без которого, возможно, не было бы сегодняшней гармонии. И в этом заключается особая, почти тихая красота их прошлого. Вот такие истории годами скрывались за сиянием софитов и громкими аплодисментами, заставляя поклонников лишь догадываться, что же происходит в реальной жизни их кумиров. Эти 10 романов показали, что турецкие звезды умеют удивлять не только на экране, но и за его пределами, где чувства бывают куда опаснее любого сценария. За красивыми улыбками и идеальными образами скрываются сомнения, ревность, тайные встречи и решения, которые меняют судьбы. И именно в этих скрытых главах биографии и рождается настоящая драма. Но это был лишь один из слоев огромного мира, где любовь и амбиции переплетаются так тесно, что иногда уже невозможно понять, где заканчивается роль и начинается жизнь. Возможно, какая-то из этих историй задела вас особенно сильно, а какая-то показалась неожиданной или даже шокирующей. У каждого из нас есть своя версия того, какой роман был самым ярким и самым болезненным. И именно ваше мнение может стать частью этого большого разговора. Напишите в комментариях, какая из этих историй удивила вас больше всего и о каких звездах вам хотелось бы узнать еще больше. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые выпуски с еще более тайными и громкими романами турецкого телевидения. Впереди вас ждет много неожиданного, и каждая новая история может оказаться еще более захватывающей, чем предыдущая.